Всем привет! Вот уже весна на пороге, скоро станет тепло, вытащим мы свои мотоблоки на улицу. И вот сегодня я решил снять видео для тех, кто выбирает впервые свой мотоблок. А именно тема видео сегодняшнего о том, какого типа двигатель взять, дизельный или бензиновый. Какой из них лучше, какой из них проще и какой из них дешевле. И на что надо обращать внимание. Так вот, какой двигатель лучше, дизельный или бензиновый? Ну, кто подписан на мой канал и его смотрит, тот знает, что я люблю дизеля. У меня двигатель на мотоблоке дизельный. Итак, чем дизельный двигатель лучше от двигателя, который работает на бензине? Пункт первый. Дизельный двигатель более экономный. И это одно из самых главных преимуществ. Если взять дизельный двигатель и взять рядышком бензиновый двигатель соответствующий и сделать ими одну и ту же работу, то дизельный двигатель топлива будет потреблять до 30% меньше. Это очень увесистое преимущество дизеля перед бензиновым двигателем. И когда вы будете выбирать свой мотоблок, вам надо смотреть на то, сколько вы будете сжигать топлива за сезон. Ну, скажем так, многие владельцы мотоблоков не сжигают топливо за сезон больше, чем 50 литров. То есть 50 литров это не так уже и много. И вам уже тут можно смотреть, брать вам дизель или брать вам бензин. То есть какой больше нравится, такой и берите. Потому что вот эта вот экономия 30% топлива для вас уже не столь существенна. Но если вы работаете мотоблоком много, допустим, сжигаете за сезон по 200, по 300, по 400 литров, много у вас земли, много работы для мотоблока, то тут, конечно, экономия дизеля станет вам большим плюсом. Потому что это очень хорошо отразится на вашем кармане. Вы меньше будете покупать топливо. Ну и кроме того, если вы по роду своей деятельности связаны как-то с дизелями, работаете на тракторе, на КАМАЗе на каком-то, на дизельном автомобиле и можете слить там солярочки, то понятное дело, что ваш выбор тоже дизель, потому что вам тогда вообще топливо покупать не надо для работы вашего мотоблока. Ну а если вы работаете на бензиновом автомобиле и можете оттуда слить бензин бесплатно, то, конечно, вам следует купить бензиновый мотоблок, потому что вы не будете покупать тогда топливо. Тут надо смотреть каждому индивидуально, какие у него есть возможности, перспективы и что он будет использовать в виде топлива для своего мотоблока. Но если у вас нет возможности на работе где-то умыкнуть немножко топлива и вам придется его покупать на заправке, то тут есть второе преимущество дизеля. И состоит оно в том, что он не только на 30% ест меньше топлива, но и на наших заправках дизельное топливо стоит дешевле, чем бензин. Поэтому к тому преимуществу, что дизель потребляет на 30% топлива меньше, чем бензин, добавляется еще то, что дизельное топливо дешевле стоит на заправке. То есть у вас получается двойная экономия. Третье преимущество дизеля, и очень большое, это то, что дизель не боится ни воды, ни грязи, ни пыли, совершенно ничего. У него нет практически никакой электроники, нету катушек зажигания, нету магнета, нету высоковольтных проводов, нету свеч зажигания, которые постоянно отсыревают. Есть только генератор, фара с лампочкой, ну и у кого есть там аккумулятор и стартер. Поэтому на дизельном двигателе практически нечему намокать, нечему отсыревать. Вы можете дизельный мотор бросить в озеро, вытянуть его, перевернуть его вверх ногами, слить с него воду, залить новое масло, залить новую солярку, завестись и уехать. А вот с бензиновым двигателем вы так поступить не сможете. Если бензиновый двигатель попал под дождь под хороший, у него намокли высоковольтные провода, свечи, он заглох, и вы его уже хрен заведете, пока не просушите его электронику. С дизельным двигателем таких проблем нету. Если вас застал большой ливень во время работы, вы можете дизельный мотоблок бросить посреди поля, сами уйти где-то в укрытие, переждать этот ливень, выйти сухим, потом вернуться на поле, завести двигатель дизельного мотоблока и спокойно продолжить работу или уехать домой. Вот такое вот преимущество дизельного мотоблока, и я вам скажу, это очень немало. Четвертое очень большое преимущество дизеля перед бензином, это то, что дизель по статистике имеет на 30% меньше отказов. То есть, если выражаться человеческим языком, он ломается на 30% меньше, чем бензиновый двигатель. 95% всех отказов дизельного двигателя приходится на топливную систему. Все остальное в двигателе дизельном живет очень долго и очень нудно. Но, конечно, если вы будете за этим двигателем следить. Будете правильно эксплуатировать дизельный двигатель, он вам будет служить верой и правдой долгие годы. Но если, конечно, вы за ним следить не будете, то он будет выносить вам все мозги. Поэтому здесь тоже надо смотреть на то, есть ли у вас время смотреть за дизельным двигателем, есть ли у вас такие знания и готовы ли вы учиться. Пятое преимущество дизельного двигателя перед бензиновым – это то,
что при ремонте вы будете использовать меньше запчастей. То есть, если в бензиновом двигателе вы время от времени по регламенту должны будете менять свечу зажигания, высоковольтные провода, то в дизельном двигателе из расходников у вас только распылитель дизельной форсунки. Все. И то распылитель дизельной форсунки при хорошей эксплуатации ходит не менее 6 лет. 6 лет это не так уже и мало, это очень длительный срок. И потому покупка нового распылителя по карману сильно не бьет. Тем более, что дизельный распылитель не такой уже и дорогой. Хотя здесь есть и минус, потому что качественный дизельный распылитель для этого мотоблока попробуй еще найди. Очень часто сейчас к этому двигателю дизельные распылители попадаются низкого качества. Поэтому надо знать, где покупать дизельные распылители и какого качества их брать. Купите хорошего качества распылитель, он будет вас радовать долго, долго и очень долго. Ну и шестое преимущество дизельного двигателя это то, что он более тяговитый. Раз он более тяговитый, то на работах с малой скоростью им работать более комфортно, чем с бензиновым двигателем. И если взять два двигателя, один дизельный на 6 лошадиных сил и рядом с ним поставить бензиновый двигатель на 6 лошадиных сил, то крутящий момент у дизельного двигателя будет неизбежно больше, чем у бензинового. Поэтому работать им комфортней. Несмотря на то, что по лошадям эти два двигателя абсолютно одинаковы. Но лошади лошадями, а крутящий момент у дизельного двигателя больше. Это были преимущества дизельного двигателя, а теперь поговорим о недостатках дизельного двигателя. Итак, первый из недостатков дизельного двигателя это то, что он имеет большой вес и большие габариты. Потому что у дизельного двигателя сильно большое давление в цилиндре при такте сжатия, поэтому он должен иметь более жесткую конструкцию, более прочную, чем бензиновый двигатель. А это в свою очередь ведет к тому, что растет масса двигателя и растут габариты этого самого двигателя. Поэтому дизельные двигателя, как правило, устанавливаются на тяжелые и на средние мотоблоки, а на легких мотоблоках их практически не бывает. Бензиновый же двигатель, как правило, имеет меньшую массу по сравнению с дизельным при той же мощности. И хоть этот пункт я отнес к недостаткам дизельного двигателя, но если взять мотоблок в целом, двигатель тяжелый дизельный, который установлен на мотоблоке, то это нельзя считать большим недостатком, потому что вес дизельного мотоблока тоже должен быть разным для разного вида работ. Иногда на мотоблок надо установить двигатель как можно тяжелее, чтобы мотоблок имел как можно больше вес. Чем больше вес у мотоблока, тем больше лучше сцепление его с грунтом. Видео по выбору мотоблока в соотношении вес и его мощность у меня было. Можно посмотреть, там есть формула, как правильно выбрать мотоблок по весу в зависимости от мощности мотора, который на нем стоит. Еще один недостаток дизельного двигателя и очень существенный. Можно сказать, один из основных. Недостаток это состоит в том, что пуск дизельного двигателя заметно сложнее, чем пуск бензинового двигателя, особенно в холодную пору времени. Если зимой или когда холодно бензиновый двигатель заводится практически сразу и без проблем, то дизельный двигатель завести в это время довольно сложно. Так как воспламенение топливной смеси в дизеле и бензиновом двигателе отличается, то есть в бензиновом двигателе топливная смесь воспламеняется от искры на свече зажигания, а в дизельном двигателе воспламеняется топливная смесь от температуры сжатого воздуха в цилиндре, то при похолоданиях дизельный двигатель упорно не хочет заводиться, пока не нагреется цилиндр. Так как воспламенение топливной смеси в дизеле И для того, чтобы завести дизель зимой, вам придется применять кое-какие действия. Например, проливать горячей водой систему охлаждения двигателя тяжелого мотоблока, чтобы нагреть дизель цилиндра. Или, например, в двигателях с воздушным охлаждением, такие как F178, есть специальный колпачок розовый для залива 2 кубиков моторного масла в цилиндр для того, чтобы увеличить компрессию при пуске. Или вам придется греть входящий воздух в воздушный фильтр каким-то образом, феном или факелом. Или придется для облегчения пуска применять разного рода эфиры. В общем, зимой запустить дизельный двигатель гораздо сложнее, чем бензиновый. И при выборе мотоблока это надо тоже учитывать. Еще к недостаткам дизельных двигателей, а может быть даже наоборот, к их преимуществам, можно отнести то, что если вы никогда раньше не работали с дизелями, вам надо будет многому научиться. Потому что дизель это тот же мотор, как и бензиновый, только в нем все наоборот. И люди, которые никогда не имели с дизелями никаких дел, вообще не знают, что это такое,
Им предстоит многому и многому еще научиться. И если у вас нет желания учиться, изучать дизельный двигатель, принципы его работы, принципы его ремонта, то, конечно, от покупки дизеля вам надо воздержаться. Потому что в таком случае дизель вам принесет не радость, а сплошные разочарования.